Всем привет! Меня зовут Елена. Объемная многослойная цветочная открытка с шуршащим шейкером. Я очень люблю шейкеры, в них есть какая-то магия. С удовольствием сегодня поделюсь процессом создания такой открытки. Для прямоугольного или квадратного шейкера я часто использую простую и легкую в сборке объемную рамку из плотной бумаги. Техника эта называется рамка по шаблону. В программе для плоттера Scan & Cut от Brazer я себе построила шаблон рамки и вырезаю его по необходимости. Вот так он выглядит. Ссылка на скачивание файла для вырезания на плоттере Scan & Cut будет в описании к видео. Там же можно будет скачать и шаблон для самостоятельного построения и вырезания такой заготовки. Рамки я делаю из акварельной бумаги плотностью 200 грамм на квадратный метр. Сгибаю по линиям беговки будущие бортики рамки. На противоположных сторонах бортики отличаются по виду. Пока я сгибаю заготовку, схематически покажу принцип построения шаблона рамки. На схеме показаны размеры моей рамки. В центре листа чертим или сразу бигуем контур прямоугольника с нужными размерами будущего шейкера. Затем откладываем во все стороны высоту бортика рамки. У меня это полсантиметра. Затем откладываем ширину бортика рамки. Здесь у меня 1 сантиметр. Далее снова поочередно откладываем высоту и ширину бортика рамки. Осталось начертить углубление в верхней и нижней части шаблона. На предпоследней полоске откладываем размер, равный ширине бортика рамки. В моем случае это 1 сантиметр. И вырезаем заготовку по такому контуру, как показано на экране. В итоге должна получиться вот такая заготовка. Перед сборкой рамки в центр наклеиваю фон из бумаги для скрапбукинга. Приступаю к сборке рамки. Сложенную, более длинную сторону рамки вставляю в отверстие более короткой стороны со скосом. Получается вот такой аккуратный уголок. Повторяю то же самое со всеми оставшимися уголками. С 4-м уголком мне почему-то всегда приходится повозиться.
Рамка готова. Готовлю основу для открытки. У меня она в сложенном виде 10 на 20 сантиметров. Внутри я приклеиваю фон из скрап-бумаги. Его размеры у меня на 3 мм меньше размеров открытки. Так кант по краю получается 1,5 мм. Такой же прямоугольник приклеиваю и на спинку открытки. Далее на лицевую часть я приклеиваю готовую рамку. Для работы с бумагой я предпочитаю клей для скраббукинга от Happy Craft. Раньше я использовала для этого клей Момент Кристалл или Момент Гель. Хорошо проглаживаю все места соприкосновения и даю хорошо высохнуть этой основе под небольшим ровным прессом. Чаще всего кладу сверху 1 или 2 книги, подходящие по размеру. Закрывать шейкер я буду рамкой с прозрачным окном. Вырезаю 2 рамки. Одну из бумаги для акварели, размеры которой равны размеру открытки и рамки, то есть 10 на 20 сантиметров. Ширина каждой полоски рамки у меня 1,5 сантиметра. Вторая рамка из скрап-бумаги. Вырезаю ее так, чтобы получился кант в 1,5 мм по каждому краю и склеиваю их. Для прозрачного окошка я беру плотный пластик. Покупаю его в канцелярских магазинах, он предназначен для офисных обложек. Приклеиваю пластик на изнанку рамки. На этом этапе лучше не спешить, аккуратно распределить клей, чтобы он не вытек на лицевую сторону окошка. Все детали для шейкера готовы. Шейкер будет достаточно объемный, наполнить его можно различными декоративными элементами. Я выбрала прозрачные акриловые капли, различный бисер и пайетки. Вот сколько сокровищ! Выравниваю наполнитель рамкой, чтобы он не выступал за борта шейкера. На рамку шейкера наношу клей. Тщательно протираю пластик. И запечатываю шейкер. Аккуратно проглаживаю все места склеивания. Основа открытки с шейкером готова.
можно украшать. Располагать свою композицию я буду в двух противоположных углах. На них и приклеиваю надорванную скраб-бумагу. Затем формирую слои, приподнимая их на кусочки пивного картона. В слоях я использую чипборд, кружево и вырубку. Дальше я собираю букетики цветов из ткани. Как я их делаю, можно посмотреть на моем канале в плейлисте «Цветы из ткани». Ссылка на экране. Цветы я приклеиваю на горячий клей. При украшении открытки я обычно прикладываю декор в разных местах или даже складываю часть композиции на открытке. Когда мне все нравится, запоминаю или фотографирую на телефон и только потом приклеиваю. Когда букеты из цветов собраны, добавляю различные листья, завитки и веточки. Вырубку я тонирую штемпельными подушечками или крашу акваспреями.
Добавляю веточки с бусинками. Как сделать их легко и быстро, я показываю в видео по ссылке на экране. В нижний букетик тоже добавила бусинок. Моя слабость — это не только цветы, но и различные фонарики. Решила и здесь добавить фонарик. Вот так прикрепила фонарь на проволоку. Я его сделала из вырубки, склеив ее в несколько слоев. Получилось что-то наподобие бумажного чипборда. Тонирую его краской штемпельных подушек. Место приклеивания у меня будет открыто для глаз. Чтобы прикрыть проволоку и место склеивания, заранее приклеиваю проволоку к кружевному листочку. И подвешиваю его к букету. Остатками декора украшаю спинку открытки. В моей композиции мне не нравилось количество белого декора, поэтому часть выглядывающей вырубки я немного подтонировала штемпельными подушечками. Завершающие этапы украшения моей открытки – это приклеивание топпингов и наброс. Приклеиваю топпинги на клей ПВА. После высыхания он становится абсолютно прозрачным и не имеет сильного блеска. При этом он очень хорошо держит мелкие декоративные элементы. В качестве топпинга я использую бисер, пайетки и глиттер.
С топпингами открытка смотрится очень красиво и празднично. Для набрызга я чаще всего использую акриловую краску, но сегодня решила попробовать сделать капли акваспреем. Моя цветочная открытка готова. Такая открытка, сделанная своими руками, никого не оставит равнодушным. Буду очень рада, если идея такой сборки шейкера вам понравится и вам захочется сделать подобную открытку. Подписывайтесь на канал, будем творить вместе. Список используемых материалов, а также ссылки на шаблоны я оставлю в описании под видео. Благодарю за внимание и до новых встреч!